Привет, это Бабл на канале Технозон, и сегодня у нас очередной выпуск компьютерных твиков. Как часто вы используете приложения, которые оптимизируют автостарт вашей системы и фоновые приложения? 80% моих подписчиков ответило положительно на этот вопрос. Они используют какие-то сторонние программы. Ребята, зачем? Все это встроено в Windows 10. Именно Windows 10 позволяет управлять фоновыми программами и автозапуском по умолчанию. Я, например, знаю одного чувака, который купил специально Avast Cleanup. Заплатил в год, по-моему, около $10 и очень счастлив, потому что он делает это в один клик. Но мы это сделаем, конечно, не в один клик, мы это сделаем в 2 клика. И система Windows позволяет это делать нативно. Почему же нам стоит управлять фоновыми приложениями и управлять автозапуском? Все просто. Дело в том, что фоновые приложения зачастую очень тормозят систему и едят очень много памяти. И мы даже не замечаем, куда она девается, и из-за чего иногда бывают лаги и фризы. Это актуально, особенно для геймеров и тех, кто использует энергоемкие приложения. То же самое с автозапуском. Обычно программы норовят запустить свои программы, какой-то рекламный контент, что-то еще, и обычно мы потом смотрим и не понимаем, что у нас работает в фоне, что опять тормозит. При этом фоновые процессы Windows не показывают приложение, которое не запустилось автозапуском, но мы с вами сейчас с этим всем разберемся. И для тех, кто знает, как это все настраивать, прошу не кидать в меня тапки, потому что есть очень много людей, которые нуждаются в нашей помощи. А ведь именно Технозон объясняет простыми словами об очень и очень сложных вещах. Ну а перед тем, как перейти к самому лэптопу с Windows 10, я напоминаю, что на нашем канале на момент съемки этого видео разыгрывается вот такая вот красавица NVIDIA GeForce RTX 2060 Gaming OC Edition. И все условия в описании под видео. И даже если там уже нет этой видеокарты, то 100% там есть приз еще интереснее, еще лучше, и условия лежат там же. Ну и если ты еще не подписался и не нажал колокольчик, то ты пропустишь все наши самые интересные обзоры Smart TV боксов, гаджетов, девайсов, компьютеров, телевизоров, программ, автомобилей и много еще чего интересного. Так что подписываемся, нажимаем колокольчик, и еще у нас в описании под видео есть ссылки на наши паблики Viber, ВКонтакте, Facebook, канал Telegram, мой личный Instagram, если кому интересно. Ну а сейчас я говорю вам хавабанга, ребята, это же Бубльгум, поехали! А вот теперь самое интересное, для чего же чистить фоновые приложения и автозагрузку? Мы с вами зайдем в диспетчер задач и посмотрим, какие же приложения у нас работают и забирают время процессора. Давайте зайдем в журнал приложений, и оказывается, что у меня работал Microsoft Store 6 минут 40 секунд. Он из сети выкачал каких-то 46 мегабайт. Я не разрешал ему работать. Секундочку. OneNote у меня проработал 1 секунду, и тоже что-то получил из сети. World of Tanks, конечно, ладно, но дело в том, что я сегодня тоже не играл. И он получил 23,3 мегабайта в выключенном состоянии. И если мы посмотрим, то у нас фактически все. Ваш телефон 6 минут получил 0,6 мегабайт из сети. Я тоже не пользовался этим приложением. Кино и ТВ 7 минут. Я использовал сторонний плеер. Очень интересная ситуация. И получается, что какие-то приложения используют ваши ресурсы, обновляются. Они получают доступ даже без уведомления к вашей сети, к вашим уведомлениям. Просто жесть. Поэтому мы с вами сейчас все оптимизируем. Во-первых, чистим автозагрузку. Во-вторых, оптимизируем фоновые приложения. Я, конечно же, советую их вообще все запретить, но это моя личная политика. Поехали. Итак, насчет автозагрузки. Автозагрузкой мы можем управлять двумя способами. Первый — это через Ctrl-Alt-Del и через диспетчер задач. Просто выбрав вкладку «Автозагрузка», мы можем с вами включить или отключить какой-либо компонент. Но дело в том, что немногие используют диспетчер задач и не знают вообще, что это такое, и боятся. Поэтому мы нажимаем на поиск и вводим автозагрузка приложений, нажимаем, и мы видим это здесь все немножечко в другом виде. Например, у меня запускается Viber и очень много различных интересных приложений. Что такое PXI Mouse? Мы его выключаем, он нам не нужен. Adobe Update Startup Utility, тоже я его отключаю, потому что это все ест
нашу с вами память. Но дело в том, что это не все программы, которые едят нашу с вами память. Кстати, советую очень аккуратно отключать автозагрузку, потому что многие программы требуют какие-то службы на старте для того, чтобы они работали. Например, Google Drive Sync — это Google Drive, который, если не запустить на старте, то он не будет синхронизировать ваше облако. Но это все мелочи жизни. С автостартом мы разобрались очень быстро. Но что же с фоновыми приложениями? В то время как вы используете ваш лэптоп. Опять нажимаем на поиск и вводим фоновые приложения. Заходим в фоновые приложения. И что же мы видим? Какой из программ здесь разрешено работать? И именно в фоновом режиме. Microsoft Solitaire Collection. Извините, мне не нужно, чтобы он работал в фоновом режиме. Microsoft Store то же самое. Office, ладно, оставим Office, он мне нужен. Microsoft Edge. Самый бесполезный браузер. Знаете, для чего нужен Microsoft Edge? Для того, чтобы скачать Google Chrome, правильно. OneNote. Если вы используете OneNote, само собой его отключать не будем, но здесь мы его отключим. Я его не использую. Paint 3D. Закрываем. Skype я оставляю. Sticky Notes оставляю. World of Tanks Blitz. Что значит World of Tanks Blitz будет работать у меня в фоне? Он не будет работать в фоне. Xbox мы тоже отключаем, безопасность оставляем, будильник и часы оставляем. Мой телефон не будет работать в фоне. Голоса тоже не будет работать в фоне. Я объясню по одной простой причине. Это исключает вариант того, что несанкционированно будет использована запись голоса через службы Windows. А такое, кстати, в некоторых случаях возможно. И Б, она мне нафиг не нужна, это Cortana. Калькулятор, камера, карты мне здесь тоже не нужны. Кино и ТВ мне тоже не нужны. Люди не нужны. Меню игры я тоже отключу, не играю. Музыка, грув оставим, набросок и фрагмент. Погода выключим, почта и календарь оставим, пока советы, оставим сообщения, оставим средства 3D просмотра, выключим. Тарифные планы выключим, техническая поддержка выключим и центр отзывов тоже выключим. Все эти приложения могут получать сведения, отправлять уведомления, обновляться, даже если вы их не используете. Вот в чем фишка. Это приложения, которые едят ваш трафик. Эти приложения не спрашивают вас о том, что вы хотите. Они просто берут это и делают. Мы сейчас просто отключили эти фоновые приложения. Вы по-хорошему вообще можете запретить приложениям работать в фоновом режиме. Что я в принципе и сделаю сейчас. И посмотрю, насколько будет меньше кушать мою оперативную память. Потому как из моих 16 гигабайт на лэптопе занято 73%. Очуметь. Если не считать 4 гигабайт Google Chrome с порядка 70 вкладками, но это такое. Именно таким образом мы стали ближе к идеальной системе Windows 10. И если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх. Если нет, пальцы вниз. Подписываемся. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока, ребят.